Еще раз здравствуйте. Сегодняшний семинар на тему внедрения и распространения моего учения о спасении и гармоничном развитии рассматривается с точки зрения метода конкретного, и метод называется распространение управляющей реальности методом преодоления системы возможного сопротивления вместе с физическим телом единого Бога. И когда мы рассматриваем именно процесс преодоления, то здесь мы прежде всего рассматриваем, каким образом мы можем, например, рассмотреть такой процесс, как вообще вот некую проблему, да, предположим, для физического тела единого Бога любой вопрос, который рассматривается именно как задача, например, проблемы, то эта задача им же и формируется, получается, потому что единый Бог, он формирует любой элемент реальности. Поэтому, рассмотрев эту задачу как задачу именно физического тела единого Бога, мы можем сказать, что преодоление какой-то системы — это прежде всего как бы некий фактор, который необходимо, да, для развития человека исключить, чтобы достичь какого-то управления. А для физического тела единого Бога этот фактор, это созданный им фактор для того, чтобы, например, там, распространить какие-то знания на следующую реальность, да, на следующий уровень управления или на следующий уровень восприятия. Поэтому здесь я рассматриваю, в общем-то, по сути, одно действие, которое аналогично и для физического тела единого Бога, и также для физического тела человека, но при этом показываю, что вот метод именно, который рассматривается как метод именно преодоления вместе с физическим телом единого Бога, он всегда исходит из того, что физическое тело единого Бога — это вечное тело, поэтому для него, вообще говоря, любая ситуация, она преодолима. И поэтому, когда речь идет о том, что преодоление осуществляет, например, как бы уровень, да, управления от физического тела единого Бога, именно тот уровень, который всегда осуществит это управление, то понятие преодоления, в общем-то, выводится всего лишь навсего опять в понятие распространения информации, вот все-таки распространение информации для получения знаний. И поэтому есть первый очень простой метод, это метод такого исключения реальности, что вы получаете какую-то проблему как проблему, в общем-то, несуществующую в реальности. Если мы рассмотрим с точки зрения физического тела единого Бога, то для него любой элемент реальности, он таков, что он всегда может повлиять на элемент реальности. То есть он может сделать так, что информация, в принципе, которая, например, была зафиксирована в каком-то уровне коллективного сознания, эта информация может не стать. И это относится прежде всего к уровню сознания, такого, которое именно борется с какими-то быстротекущими процессами в организме или в социальной ситуации. Если мы хотим, чтобы там, например, опухоль мгновенно излечилась, то нужно сделать так, что опухоль не существует в реальности коллективного сознания и не существует в реальности, получается, и физического тела единого Бога. Но когда я делаю такую логическую связку, то ясно, что для физического тела единого Бога в принципе нет понятия вообще опухоли как таковой, потому что у него нормальное должно быть физическое тело. Даже если мы рассматриваем процесс физического тела как физического тела человека, то есть Бог, развивающийся уровнем человека, то он это имеет на уровне ментального, то есть логического плана управления. Поэтому принцип исключения для физического тела единого Бога для человека составляет уровень, опять же, управления, в первую очередь логического управления. То есть он должен сделать следующее действие человека, он должен специально сделать управление по исключению этой реальности. И вот получается, преодоление — это есть как фактор несуществования какой-то отрицательной реальности и как фактор,
такого акта несуществования, чтобы как вот в мире зафиксировалось, что нет этой информации, да, нигде, ни в одной информации мира, так как это делает именно физическое тело единого Бога, то этот фактор несуществования должен быть именно таким. И, следовательно, мы сразу попадаем в систему следующую, вот именно жестко логически закрепленную. Любые созидательные процессы, они существуют всегда, вот с точки зрения как бы обратного уровня оптики. Потому что Бог, Он дает всегда уровень вечного созидательного развития, и в связи с этим любые созидательные процессы, они не могут быть изменены. Коли уж могут быть изменены, да, отрицательные процессы до уровня их несуществования. Таким образом, ну, этот процесс, он примерно похож на то, что если там, долго лить воду на песок, где есть некое золото, золото начинает проявляться. Ну, например, золото, да, олицетворим с понятием вечной жизни, и получается, что мы имеем вот этот, ну, как бы золотоносный пласт, да, знаний, например, дающий именно знания вечной жизни для любого, причем человека. Таким образом, что когда он научится исключать отрицательный уровень из информации так, как это делает, например, там, физическое тело единого Бога, то он получает как раз-таки только созидательный уровень для своего развития. И более того, он исключает возможность инициирования этой информации, ну, как некий вирус, да, отрицательно существующий в информационной среде. И получается, что таким образом можно излечивать там ряд, например, там, опухолевых заболеваний, ряд каких-то тяжелых заболеваний, которые, может быть, другим методам не поддаются в лечении, потому что они могут быть социально обусловленные. Например, есть понятие там, порч, каких-то генетически зависимых систем. И если, например, в обычном плане очень сильное наслоение коллективного сознания, которое даже при хорошем уровне органического уровня восстановления клеточного плана, например, в общем-то, все равно сохраняются устойчивыми, да, к процессу там, быстрого излечения, то чтобы быстро излечить, надо сделать так, чтобы информация, в принципе, конечно, лучше не существовала в принципе какого-то заболевания. Тогда получается, что если мы рассмотрим, кроме того, события какого-то, например, там, отсутствие ядерной войны, там, отсутствие механизмов ядерной войны, то такие механизмы, в принципе, и не появятся. И таким образом мы можем сказать достаточно однозначно, что исключение как система преодоления достаточно эффективный уровень в том случае, когда мы понимаем, что ничего созидательного исключить невозможно. То есть нельзя исключить из реальности там какой-то уровень созидания, потому что созидание — это и есть проявление физического тела единого Бога, а оно не исключаем, потому что оно и есть первый уровень реальности. И когда мы дальше продолжаем такой план, то в плане, ну, как бы олицетворения с физическим телом единого Бога, ну, как бы соединения с его уровнем действия и развития, мы видим, что в этом случае достаточно как бы войти в оптику, в свечение его тела, ну, как бы олицетвориться с его проявлением в каком-то месте и пройти как бы вместе с ним или возле его физического тела какой-то участок. И вот этот свет, он позволит сразу идти вот по этому, ну, как бы по золотоносному уровню, ну, конечно, в кавычках, именно там, где есть истинное знание, значит, пройти по уровню, где есть исключительное созидание. И вот этот проход, он сам по себе есть мощнейший уровень регенерации, излечения, уровень нормирования событий, уровень, вообще говоря, нормирования вообще в принципе в обществе и в мире любых социальных, там, политических процессов, внутримолекулярных и так далее. То есть это уровень интегрированной нормы. И вот если мы с этой точки зрения рассмотрим физическое тело единого Бога, то мы видим, что интегрированная норма — это есть задача его души. То есть таким образом мы пришли к душе физического тела единого Бога, где душа — это также и проявление все-таки более тонкой конструкции, чем просто физическая реальность. И здесь мы увидим, что душа Бога зачастую не отличается от души человека. И если мы исследуем этот вариант дальше, то мы видим, что душа человека — это есть продолжение души Бога. И когда мы рассматриваем такой процесс с точки зрения, ну, вот, вечного развития, то ясно, что душа, она и так вечна. Потому что, когда мы рассматриваем понятие продолжения, то с точки зрения, ну, автономной, там, совершенно свободной личности, понятие продолжения имеет значение следования тем же путем, следование
ну, как бы тому же уровню вечного развития, но следование при этом совершенно точное. Вот в чем отличие души, например, от духовной составляющей, например, там, человека, то есть души человека от духовной составляющей человека по отношению к физическому телу единого Бога, что душа человека совершенно точно видит и знает, что делать в следующий раз. И если, например, ну, там, человек там, не прислушивается или считает, что имеет значение какие-то другие там, аспекты развития, то здесь возникает вот задача преодоления душой какого-то элемента, например, чисто практического, чтобы в следующий раз душа вышла на решение этого же уровня, но, может быть, там, через несколько лет. И возникает вопрос, чтобы вот такие фиксирующие системы не возникали, ну, как бы, чтобы они не являлись сопротивлениями для человека с точки зрения его полной свободы воли в созидательном смысле, то для человека понятие преодоления – это есть тот уровень, когда он может механизм физического тела единого Бога как бы применить для того, чтобы и задачи души были преодолимы в тот момент, когда он этого пожелает. То есть, ну, например, у человека появилось время, и он решил посмотреть, вот, какие задачи у души. Вот он где-то отдыхает, например, в горах. И он посмотрел по задачам души и решил их просто решить, вот, преодолеть какие-то ситуации, но не путем там каких-то экстремальных ситуаций или путем каких-то отработок, например, да, информационных, а именно логически преодолеть. То здесь возникает аналогия с физическим телом, опять, единого Бога, где физическое тело преодолевает любую ситуацию практически сразу, потому что он же и строит эту ситуацию, Бог. И он может в любом месте, например, построить как информационную, так и физическую реальность. Но получается, по аналогии, просто душа может, значит, построить ситуацию преодоления в информационном пространстве. И если мы хотим задействовать также физическое тело, как неотъемлемую, да, органическую структуру мира и части души, то мы можем это сделать внутри только одной клетки. А для этого всего лишь навсего надо максимально заархивировать информацию в одной клетке, причем ее там максимально оздоровить при этом, чтобы она просто нормировала физическое тело, ваше собственное. И получается, нормирование физического тела через действие души путем аккумуляции информации в клетке, это есть преодоление поставленной задачи. Вот, ну, когда говорят, что есть, например, ответ на любую задачу, то прежде всего ответ находится в единичной клетке человека. Вот, просто присмотритесь внимательнее. Концентрация первичного уровня логической фазы сознания именно ваша личная клетка. То есть ответ, он не берется где-то, как правило, там, из какой-то отдаленной реальности. Я просто могу в пример привести ситуацию, когда, вот, например, там, я какие-то решал в университете там, сложные задачи по общей механике, где различные там, конструкции пространственные, и когда решается задача, но всегда виден ответ, то, ну, достаточно, во-первых, да, скучно решать, потому что ответ всегда известен, а приходится что-то там еще как бы промысливать вокруг. Но ответ, он всегда, вот я в принципе физически всегда видел свечение, идущее от конкретной клетки, например, там, конкретного пальца. И при этом, ну, предположим, я там полчаса тратил на то, чтобы все-таки, там, например, там, несколько задачек довести до уровня там, формального соотношения с формулами какими-то, и все равно получал тот же самый ответ, который всегда передо мной, причем в числовом виде он передо мной, в принципе, всегда и висел. Как бы. А вот когда я говорю, что он висел, концентрация света шла из пальца, а висел он где-то вот, ну, на уровне там, да, зрения оптического. Получается, что с точки зрения того, что сам ответ может находиться, то есть свечение в одном месте, а ответ может находиться как бы числовой в другом, вот где зафиксирована логическая фаза сознания. Также у физического тела единого Бога, у физического тела единого Бога сам ответ, то есть понятие ответа, это физически воспринимаемая среда. Именно вот он воспринимает реальность, и получается, что его восприятие и действие это для него одно и то же. То есть для него это более, кстати, вот все-таки усложненный уровень, здесь будете повнимательнее, восприятие и действие по созданию восприятия для физического тела единого Бога это одно и то же. И поэтому он может, естественно, воспринять какую-то реальность там, ну, в другом месте, например, да, а при этом находиться физически в одном. То есть вот я сейчас вам рассказываю механизм создания реальности с точки зрения и физического тела единого Бога, и физического тела человека, как формы и как человека, имеющего душу,
которое может действовать на любом расстоянии, на неограниченном расстоянии. И вот сопоставление, если у Бога любое состояние и расстояние не ограничено, то у души человека это то же самое. То есть получается, что душа человека по действию наибольше соответствует физическому телу единого Бога, по действию на реальность с точки зрения информативного, логического и даже физического естественного действия. И вот когда мы говорим о коллективном сознании, вот по моему учению распространение должно быть мгновенным, знание именно спасения, а тем более всеобщим знанием, например, о Боге, то здесь можно выделить следующий уровень, что ли, постижения знания, например, такого характера, что если мы хотим рассмотреть уровень знаний о человеке, вот именно подготовив этот уровень и показав, где человек является вот полным уровнем самоуправления, полным уровнем реализации как самого себя, так и всего мира, да, как бы очень максимально гармоничный уровень, то, скажем, если рассмотреть первый уровень, это уровень там, спасения, да, и гармоничного развития, рассмотреть такой же, в общем-то, по уровню план развития, где есть задача понимания именно действия Бога, и рассмотреть, например, уровень о Боге, рассмотреть уровень о любви, например, о жизни вечной, затем о душе, затем о духе, и дальше уже можно рассмотреть о человеке, то следующий уровень это уже о Боге и человеке, где Бог, дающий именно первичный уровень, и человек, который дает, в общем-то, уровень собственного развития и, в общем-то, уровень как бы одновременно выполнения задач Бога, где Бог, он перед ним не стоит в качестве, там, например, указывающего или там, приказывающего, он просто показывает, вот, как надо делать, и уже воля человека, например, да, это делать или сразу, или через преодоление, опять же. И вот когда мы рассматриваем различные уровни, они, в общем-то, нельзя сказать, что они часто где-то там в восприятии в разных местах находятся, иногда в уровне восприятия это одно и то же в плане восприятия, но когда мы говорим о Боге, это фундаментальный все-таки уровень восприятия, и в данном случае мы можем сказать уже интегрированно все-таки о Боге и о человеке, когда мы рассмотрим какие-то там, да, уровни восприятия, вот, о которых я сказал, и которые бы могли в качестве просто объемов информации как бы засветить, что нужно дальше делать, чтобы, например, более комплексная, более полная информация позволила там, решить вопрос как бы сразу. И поэтому чем больше аккумулировал чем больше знаний, что ли, более обобщенных или более интегральных, разделенных, там, например, на уровни, какие-то разделы, тем больше мы можем комплексно сказать о системе, да, какой-то, о проблеме, в принципе. И вот единый уровень как бы, системного преодоления, который сразу может распространяться на всех, это тот, в общем-то, сегмент, даже, так скажем, конкретный уже сегмент даже восприятия. Уровень все-таки это более обобщенная система, которая часто подразумевает не выше и не ниже, а просто уровневость с точки зрения, что ли, даже горизонтального, вертикального плана, даже в механике как бы, оптического плана. А сегмент это жестко фиксированная система, которая находится в конкретном месте. И вот когда мы рассматриваем какой-то конкретно сегмент восприятия, который светит определенным планом оптики, и эта оптика распространена сразу на всех, то чем больше мы имеем знаний, тем больше мы преодолеваем, а часто мы можем одним лучом преодолеть сразу все. И вот организация этого луча, она проходит так же, как организовывается физическое тело единого Бога. Вот когда организовывается физическое тело единого Бога, оно организуется по принципу решения любой перед ней стоящей, перед этой как бы даже системой, то есть физическое тело, все следствия от этого тела, перед этой системой стоящих вопросов. То есть перед ним, перед физическим телом единого Бога стоит задача организации такого импульса, чтобы созданная проблема могла быть моментально разаккумулирована, то есть разрежена и, например, она должна исчезнуть, как только есть, да, ряд факторов. То есть учет там каких-то третьих факторов, где при этом постоянно работает макроуровень
всех связей. И вот когда вы приходите таким образом к физическому телу единого Бога, то видите его лицо. То есть именно физическое лицо человека, когда учет именно максимальных факторов на всех уровнях, или там хотя бы даже на некоторых. То есть некоторые часть лица, если вы выходите в уровень учета, вы видите все лицо. Но когда вы вспоминаете, что когда вы смотрите в лицо человека, вы практически имеете всю информацию, то есть контактную. И вы имеете практически весь уровень знаний, да, взаимных даже. Вы ему помогаете там, мгновенно, или он вам. Да? И когда вы видите даже лицо значит, физического тела единого Бога, вы фактически решаете все вопросы как самопознания, так и интегрального, как бы обобщенного и одновременно частного решения всех проблем. И получается, что достаточно с этими знаниями выйти в узел проблем, и проблемы просто рассыпаются. Ну, то есть излечиваются там заболевания, например, решаются вопросы мгновенного, интегрированного или же частного уровня передачи знаний, нужным причем людям. То есть вы везде получаете точную координатную систему. И если, например, мы рассмотрим понятие, там, которое существует вообще вот в плане того, что есть некое понятие, что вот есть некая там неживая материя, такая как камни, там, и есть, предположим, там живая в коллективном сознании, то для физического тела единого Бога живая материя, она, с точки зрения его восприятия, может быть всегда вечно живой, по аналогии, да, с собой, а с другой стороны, так называемая неживая, это есть платформа, то есть на чем, да, живая материя как бы может передвигаться в понимании коллективного сознания, там, по почве там, двигаются люди. И с этой точки зрения всегда можно исключить понятие неживой материи для живой. Достаточно только зафиксировать основу для развития живой. То есть если в сознании выделить сегмент именно фиксирующий вот почву, то есть основу, этот сегмент выделить так, как выделяет физическое тело единого Бога, то все, кто ходит по этой почве, они будут ходить вечно. И если, например, возникает некая случайность, да, что какой-то представитель живого, да, как бы в коллективном сознании плана попадает в систему, возможно, биологического распада, то этой реальности уже нет места, потому что существует всего две формы восприятия. Форма, на чем ходят представители, живой материи, это люди, животные, да, растения растут и так далее, как бы животный мир, растительный, и в общем-то, собственно говоря, сам этот живой мир. И получается, что фиксация двух параметров дает практически достаточно однозначное бесконечное развитие в плане того, что если эта фиксация жесткая, то есть если зафиксировать именно так и не менять реальность, то получается, что существует только две формы реальности, на чем ходят представители как бы живого мира и, собственно говоря, сам носитель, некие камни, почвы и так далее. И получается, что так как третьему нет, то любая информация, касающаяся третьего плана, предположим, биологическая смерть или подобные какие-то факты даже предположим, болезни и травмы и так далее, можно элементарно исключить только лишь фиксацией, но для этого нужно посмотреть, как получается, душой физического тела единого Бога, так же, как смотрит душа физического тела единого Бога. И как элемент лечения, например, можно использовать этот метод таким образом, что вот именно преодоление возможной отрицательной ситуации заключается в том, что фиксируется всего лишь навсего очень простая, свойственное восприятие именно физического тела единого Бога, очень простая ситуация, связанная с тем, что для него вообще другой реальности в принципе и может и не быть, если он, например, да, возьмет и жестко зафиксирует такую систему. И получается, что здесь главное уметь делать и смотреть как бы так своей душой, как смотрит душа физического тела единого Бога. А как мы знаем, ваша душа ближе всего по функциям работает как физическое тело единого Бога. То можно всего лишь навсего перевести восприятие от физического тела единого Бога к его душе, то есть так как у него информативная реальность совпадает с физической, то получается его душа, она создает его тело практически в любой момент времени, как бы одна из функций, первая функция. И получается элемент создания это и есть то, что связывает физическое тело единого Бога с его душой.
в восприятии человека. Следовательно, душа человека связана с душой Бога именно созданием. И вот когда в акте создания мы рассмотрим следующий процесс, кстати, он очень важный, ну, как бы в глубоком плане понимания мира, что для физического тела единого Бога элемент восприятия, он развит настолько, что он воспринимает следующий элемент как бы с опережающим, как бы предопережающим действием. То есть, ведь если вдуматься в систему организации информативной, то он должен воспринимать так, чтобы каждый элемент реальности и одновременно и создавался, и одновременно существовал, и более того, были основы для создания, для существования. То есть это очень многоемкая, да, получается, система. И вот проекция этой многоемкой системы — это и есть дух физического тела единого Бога. То есть куда это все воспринимается? На его дух. И когда мы видим, что дух, именно обладающий бесконечными свойствами в любой точке бесконечен, то дух — это и есть платформа для физического тела уже человека. И вот я привел к тому, что жесткая, да, зафиксированная реальность, ну, как бы на которой находится человек, там элементы природы, почвы, именно, значит, на почву в большей степени, где человек ходит, да, то это и есть дух, состояние духа физического тела единого Бога. И поэтому, если мы рассмотрим макроуровень, ну, скажем, бесконечность, то понятно, что состояние духа может долго не меняться. Ну, как это свойственно психике, да, человека. Он может, там, состояние духа имеет достаточно длительное время ровное, а потом, там, в зависимости от причин, менять, или там психология восприятия, то получается у Бога восприятие — это есть действие людей. И когда люди как-то действуют, у него меняется восприятие, и меняется состояние духа. Меняется, например, там происходит, да, вулканы, землетрясения и так далее. И когда вы рассматриваете духовную составляющую физического тела единого Бога как вот именно жестко зафиксированную реальность, то остается всего лишь навсего ко всему другому отнести все другие состояния физического тела единого Бога, в том числе его собственное физическое тело, ну, человека уже, который ходит по той же земле. Но когда он ходит по той же земле, у него возникают те же самые задачи. Питание, чтобы каждый человек научился, да, технологиям вечного развития и так далее, и так далее. И получается, что он связан в плане соприкосновения с собственным духом с той же физической материей. То есть следственная система, как бы вся внешняя макрореальность, она аккумулируется в него самого. То есть он является носителем всей реальности, хотя он является и человеком. И когда человек видит это, то есть видит вот этот поток, он может научиться практически любым знаниям, которые ему необходимы для вечного развития. Просто он, когда видит это, даже умозрительно. Например, я это рассказал, если это постоянно учитывать, то поток знания уже неиссякаем. Для преодоления, вообще говоря, любой ситуации в созидательном аспекте ее развития. То есть любая информация в этом случае преодолима. Вот здесь я показал, в общем-то, принципиально важный момент в управлении, что любая информация, которая требует преодоления, она всегда преодолима. Я показал всего лишь навсего на сопоставление оптических фаз, ну и на разделение, какая оптическая фаза что собой представляет, да, выделив при этом именно оптическую фазу духа, как именно систему фиксирующей реальности. И поэтому в качестве управления вы сейчас сделаете следующее управление. У вас есть свои личные задачи, ну, есть задача, да, макроспасения, вечного развития. Возьмите задачи и очень просто их разделите, всего лишь навсего по двум составляющим, правда, назвав управление мысленно, что платформа — это есть дух физического тела единого Бога, а все остальное — это то, что вам нужно. И там третьего варианта нет, там нет варианта проблемы. И вот сделайте это управление, и вы увидите, что надо еще увидеть обязательно, как бы духом уже вашим личным, понять, что проблемы действительно ее практически не существует уже в информации как таковой. Вот надо увидеть, что во всей информации вашей проблемы нет. То есть вы делаете это управление, а я поработаю вместе с вами.
При этом, когда вы делаете данное управление, вы постарайтесь его делать таким, чтобы ваше управление было все-таки желательно как бы практически мгновенным. То есть вы бы могли видеть, ну, соответственно, как бы уровень, что ли, своеобразного преддействия. То есть вы должны видеть, что ваше действие, например, которое вы делаете, оно уже осуществлено, ну, каким-то вашим уровнем, например, вашим духом, до этого осуществлено. То есть все уже есть, вот такой принцип. То есть решение проблемы всегда есть. То есть, ну, например, да, в математике ответ всегда есть. В событиях всегда есть путь решения проблемы. И вот когда вы видите этот путь, вы видите, как физическое тело единого Бога действует вместе одновременно с вами. То есть вы видите, что, значит, в общем-то, вы имеете в качестве, ну, скажем так, такого аспекта управления, который можно считать аспектом управления точно таким, каким его делает физическое тело единого Бога. То есть точность, да? Вот точность — это уровень, часто уровень одновременно и синхронизации скорости действия. То есть если есть оптическое действие физического тела единого Бога, то синхронизация скорости — это уже точность. Правда, вы можете действовать, в принципе, в любой другой области. Ну, например, при передаче знаний у меня есть такой простой универсальный принцип. Например, там, я диагностирую самолеты, там, какие-то другие объекты, да, технические, или же происходит лечение, то каждый из вас, кто достигает результата в управлении, при этом результат в управлении может быть достижим, ну, в любой, вообще говоря, сфере, то вот перенос, вот действие, да, универсальный как бы модуль действия, он совершенно один и тот же часто бывает. То есть, ну, разные просто приложения. И получается, что уровень приложения, что это, например, искусство или лечение, или какие-то личные уровни восприятия, или это просто внутреннее совершенство и выполнение задач души, что очень, ну, в общем-то, по существу часто определено именно как логический уровень человека, и, в принципе, человек всегда решает, конечно, задачу, в первую очередь, души своей. И когда вы видите, что принцип универсальный, то получается, что даже если вы достигаете одного управления в единичном факте, то уже дальше для вас не проблема, например, применить к любому аспекту реальности, техническому, в принципе, там, какому-то, в общем, там, например, относящемуся к управлению отдаленными элементами реальности или относящимся к каким-то, там, предложим, звездным метагалактикам, чтобы случайно там, ну, например, не произошло слипание, да, каких-то галактик и не было проблем там для жизни цивилизации. Поэтому получается, что решение вот этих всех вопросов, оно всегда относится к системе именно все-таки, когда вы уверены на основе сделанных вами действий. И смысл этого управления еще и в том, что нужно всегда гарантировать, что вечное развитие всегда будет уже потому, что вы это все время делаете. Ваше действие должно быть, являться гарантией, безусловной, стопроцентной гарантией наличия вечного развития. Так как и так это видно, что это есть в информации, но вот я просто раскладываю, как организовывает события физическое тело единого Бога. Ведь физическое тело единого Бога всегда события организовывает правильно. И события у него всегда направлены в сторону вечного развития в любой точке. И получается, что вот эта вот, ну, правильность организации, это есть как бы разложение там, ну, по векторам, там, по каким-то составляющим конкретного события. И поэтому получается, что здесь вот это вот, ну, собственно говоря, разложение, некий расклад последовательный или пространственный этих событий, это то, что выражено в виде воли Бога. То есть воля Бога — это есть тот вектор, вокруг которого строится, ну, сообразно там кирпичики знаний, развития. По отношению к человеку, значит, воля физического тела единого Бога — это есть физическое тело человека в совокупном действии, то есть в действии души, в действии там, мысли, в действии, просто физическом действии, в состоянии там, здоровья и так далее. И поэтому, когда вы стараетесь отождествить волю Бога, ну, там, с задачами личности, то здесь можно прежде всего выделить задачи
личности, ну, значит, как бы того уровня, когда вы видите Бога, ну, как бы глазами, что ли, всех, вот есть такой уровень, как коллективным, да, сознанием, Бог создатель всего. А также вы можете видеть уровень, как, в общем-то, ваше личное мнение о Боге. Когда вы совмещаете, скажем, коллективное сознание с вашим личным мнением, то вы видите, что Бог открыт перед вами и дальше. То есть вы видите лицо, а дальше видите уже и, ну, там, плечи, руки, да, то есть видите все физическое тело Бога. А самое необычное во всем этом, что вы можете видеть конкретную одежду там, физического тела, ну, там, человека. То есть вы видите, во что он одет, что он делает, да, там, привычки, то есть вы видите личность Бога. И когда вы видите, что личность Бога именно, в общем-то, олицетворена с уровнем коллективного сознания, то есть когда вы видите, получается, и частное, и, в общем-то, общее, то видите, что весь социум, практически развитие социума, это и есть постижение Бога. То есть постижение его задач, там, которые стоят перед обществом, там, перед людьми. И, то есть это как бы встречные задачи, которые он дает, значит, людям, цивилизации. И, следовательно, он показывает, что ну, его физическое тело практически доступно для понимания всем системам. То есть раз социум развивается в сторону понимания его задач, значит, все общество стремится к развитию, понимая, что общество достигнет того развития, что оно поймет задачи, идущие от физического тела единого Бога. И вот почему стоит, например, там часто вопрос о пришествии, да, когда есть просто пришествие физического тела, и вопросы все решаются. Потому что здесь стоит вопрос именно так, что тело — это есть источник истинных одновременно знаний. Но когда мы глубже ставим вопрос пришествия, вот сам механизм, да, его подготовка, там, то получается, что, во-первых, понятие пришествия в большей степени таково, что есть там разные религиозные системы, да, есть общественные там, созидательные организации, системы социальные и так далее, то здесь получается, что вот понятие для всех систем, все-таки вот в пришествии, это прежде всего те знания, которые позволяют людям реализовать уровень управления. Да? Например, там, пришествие Иисуса Христа для православных — это сразу решение вопросов. Но если мы рассматриваем другие какие-то системы, даже религиозные, то там механизм должен быть же все равно аналогичный какой-то, но у них в коллективном сознании возможно другие системы восприятия, естественно. И получается, что для них прежде всего будет важным свой личный опыт, чему они лично научатся. Да? И получается, что понятие пришествия все-таки это личные знания, полученные конкретным человеком, то есть физическим телом человека. А первый опыт — это все-таки развитие в сторону вечности тела. Вообще говоря, реальная вечность тела в текущий момент, когда человек точно вечен, но он просто, например, не проверяет. То есть есть такой принцип не проверять, а просто следовать дальше, учить других. Вот. И истинным или критерием того, что тело, ну, развивается точно в сторону вечности, является критерий передачи знаний. То есть преодоление совокупным коллективным сознанием. И когда вы видите вот это преодоление через коллективный план, то есть стремление, да, к понятию Бога как личности, к осознанию его действий, приводит к тому, что вы уже преодолеваете, уже даже так, что проблема не формируется. Когда много работает в одном ракурсе, то проблема может, естественно, не сформироваться. И именно такой первичный смысл преодоления есть у физического тела единого Бога. Это то место, где душа, дух, физическое тело единого Бога, его сознание, то есть все компоненты личности физического тела единого Бога, и включая, естественно, его физическое тело, они находятся в одном месте и в полной гармонии по отношению к окружающим и к себе. То есть у Бога, как у личности, есть такой же уровень гармонии внутренней и внешней. И это там, где проблем нет. То есть они не то, что их не надо решать, их нет. И поэтому здесь, как я показал, механизм достижения этого состояния для физического тела единого Бога — это есть коллективное стремление
людей к знаниям от физического тела единого Бога и такой уровень, в общем-то, преодоления, который бы частное и общее при условии полной свободы каждой личности ставил как, в общем-то, ну, получается, единую цель. И когда мы, в общем, здесь решаем вопрос в плане управления, то здесь получается, что мы делаем управление всеобщим уже потому, что управление осуществляется совершенно точно и, в общем-то, даже канонически точно, потому что мы просто любую проблему взяли и исключили из уровня как бы даже, ну, ее фиксации в реальности, и все. И это будет соответствовать именно действию, такому же, как действие физическое тело единого Бога. Таким образом, этот метод позволяет решать проблемы на том уровне, что даже в информации не остается информации о проблеме. Это очень фундаментальный уровень. При его практике постарайтесь работать чаще, интенсивнее и как можно чаще применять и как к частным задачам, совершенно частным, так и к макрозадачам. То есть и посмотрите, что уровень достижения, кстати, одинаков. Вот здесь можно очень четко понять, что и увидеть, убедиться просто, что решение частное и макрозадач часто это одно и то же по уровню управления. На этом я сегодняшний семинар закончил. Спасибо большое за внимание.